Особняк Эдварда стоял на холме недалеко от Сиэтла. Его фасад из стекла и бетона отражал серое небо и дождь, будто дом сам стал частью холодного пейзажа. За коваными воротами кипела жизнь города, но здесь царила тишина, вязкая, будто воздух боялся нарушить покой. Когда-то этот дом звучал смехом. В нем жила Мэри, мать Эдварда, женщина с теплым голосом и вечным запахом свежей выпечки. После смерти мужа она осталась с сыном, вкладывая в него все, что имела. Когда Эдвард стал успешным бизнесменом, она гордилась им, словно победила сама. Но чем больше он работал, тем дальше отдалялся. Дом, когда-то наполненный звуками, стал пустым. Чтобы мать не чувствовала одиночества, Эдвард настоял, чтобы с ней жила его жена, Грейс. В первое время Грейс была вежлива, заботилась, улыбалась. Но вскоре ее внимание сменилось холодом. Она стала избегать Мэри, поручая уход за ней домработнице Хелен. Старушка все чаще оставалась одна в своей комнате, сидела у окна и глядела в мокрый сад, где розы, посаженные ею много лет назад, давно дичали. Хелен первой заметила, что с Мэри что-то не так. Еда возвращалась нетронутой, лекарства оставались на столе. Грейс объясняла все капризами, но в ее голосе звучало раздражение. Дом будто чувствовал, что в нем умирает жизнь. Свет становился тусклым, воздух холоднее. Эдвард редко звонил, но в каждом ее все хорошо сквозила усталость. Он не хотел верить тревоге, пока однажды не вернулся без предупреждения. Вечер был сырой, тихий. Когда он вошел в дом, его встретила глухая тишина. Поднимаясь по лестнице, он услышал голоса из комнаты матери, один холодный, другой едва слышный. Приоткрыв дверь, Эдвард увидел Грейс, стоящую перед его матерью. В ее жестах не было заботы, только раздражение. Мэри сидела в кресле, хрупкая и бледная, словно исчезающая на глазах. Все стало ясно без слов. Эдвард подошел к матери, взял ее за руку, ощутив, как мало в ней осталось тепла. Он открыл окно, в комнату ворвался свежий воздух с запахом дождя и моря. Мэри вдохнула глубоко, впервые за долгое время. В этот миг дом словно ожил, как будто тишина наконец отпустила. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.